Всем привет! Как и всегда, вы на канале Realistic PES. Изначально я планировал выпустить это видео с разговором о том, что в игре, как и всегда, нечем заняться. В игре маловато контента, при условии, что за последнее время, да и в принципе с начала нового футбольного сезона, со старта eFootball 2025, Konami выпустили немало интересных карточек. Как по цифрам, несмотря на то, что они приближаются уже к 110 пунктам, так и по моделькам. И вот с такими интересными бойцами, перевыпущенными карточками в игре по сути делать нечего. Однако не так давно стартовавшая кампания и в целом грядущие обновления в игре заставляют немножко сменить риторику касаемо контента. Обо всем этом и не только сегодня и планирую с вами поговорить. Да, как и всегда, будем делиться мыслями обо всем и ни о чем. Своими мыслями я делюсь в рамках этого ролика, ну а ваши же мысли буду рад узнать в комментариях под этим роликом. Итак, в чем же основная суть? А суть заключается в том, что за последнее время в eFootball не сказать, что много контента. Да и в принципе, если посмотреть на предыдущие части, не сказать, что когда-то в игре было чересчур много контента. То есть eFootball это не та игра, которая поражает разнообразием предоставляемого содержания, из-за которого разбегаются глаза. По сути, вся игра состоит из пары-тройки матчей и донатных паков. Все это дело осложняется еще тем фактом, что в этом сезоне у нас пропали тематические ивенты по японской, мексиканской и бразильской лиге. С одной стороны, это, конечно же, хорошо, потому что играть за не самые сильные карточки из, опять же, японской, бразильской и мексиканских лиг — это то еще удовольствие. Но с другой стороны, это было хоть каким-то разнообразием. Одна из тех немногих возможностей, когда мы могли оставить свой основной состав позади и поиграть за какие-то другие модельки, за другие рейтинги, которые возвращали бы нас с небес на землю и позволяли бы прочувствовать всю вот эту боль. Но подобная тенденция для Konami не в новинку, потому что то же самое происходит по сути и с паками, и с каждой новой частью мы постепенно теряли те или иные паки. Хайлайтовские паки, паки дерби и так далее. А поэтому в случае с ивентами подобное, наверное, уже и не удивляет. К слову, в комментариях пишите, рады ли вы тому факту, что теперь не приходится играть в ивенте по японской лиге. Ну а несмотря на это, несмотря на то, что в игре особо нечем заняться, кроме прохождением пары-тройки повторяющихся ивентов и игры в дивизионы, в eFootball 2025, на мой субъективный взгляд, достаточно интересные карточки, то есть за время 25-й части вышло немало интересных наборов. Мы наконец-таки дождались эпических голландцев, мы получили один из лучших паков с Йоханом Кройфом, с Канаваро в качестве одного из самых высокорейтинговых центральных защитников, ну и конечно же особняком стоит один из последнейших паков, пак с тройкой MSN. То есть карточки прикольные, цифры с каждым разом все больше и больше, предмет отдельной дискуссии, о которой мы также в принципе говорили, но при этом нельзя отрицать тот факт, что модельки интересные и в лишний раз те же самые карточки, при наличии их в составе, так или иначе, но стимулируют играть, потому что хочется опробовать их, обкатать, ну и заодно хоть как-то оправдать потраченные монеты и вместе с ними реальные средства. Но, как я и говорил в начале этого ролика, ситуация постепенно выравнивается, потому что у нас наконец-таки появился хоть какой-то более-менее весомый повод, чтобы в игре появился хоть какой-то значимый контент, а именно день рождения Барселоны, главного партнера eFootball и Konami в частности. Благодаря этому событию в игре появился соответствующий контент, соответствующая кампания, которая привнесла с собой этот самый контент. Все это дело продлится у нас 2 недели, и как раз таки к окончанию этой самой кампании нас ожидает то самое глобальное декабрьское обновление, которое, скорее всего, привнесет новшества, новые механики, обновит игровой процесс. То есть я это к тому, что на ближайшее время у Konami имеется хоть какой-то контент, который будет привлекать наше внимание к игре, что не может не радовать. Но в то же время мы имеем тот факт, что большая часть ноября после октябрьского Хэллоуина прошла достаточно скучно. Хотя, в принципе, это происходит из года в год. Аналогичная ситуация была и в прошлом году, а именно отрезок с конца октября по середину и конец ноября также был не самым интересным. Но что же будет после глобального обновления? Я так полагаю, что до Нового года у Konami имеется контент, который сможет нас, ну, по крайней мере, привлечь к игре так точно. Скорее всего, мы будем изучать и в целом применять новые игровые механики, возможно, режимы, если таковые появятся, и, в принципе, нам будет чем заняться до Нового года. А вот уже после праздников, скорее всего, будет небольшое похмелье, во время которого мы вновь забудем о контенте, который может нас привлечь, и, скорее всего, будут вновь повторяющиеся ивенты, небольшие наградки и, по большей части, матчи в дивизионов против таких же соперников,
как и вы. Ну и, в общем-то, вот такое вот у меня мнение получилось касаемо контента, который был не так давно, который есть сейчас и который будет в игре уже очень-очень скоро. Ваше мнение, как я говорил в начале этого ролика, буду рад услышать в комментариях под этим роликом. Не забывайте также поддерживать его своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.